Лето подходит к концу. Время собирать урожай. Солнце ласково пригрело сочные спелые яблоки. И мы с лисенком побежали их собирать. В этом году яблоня принесла плоды, которых не было 5 лет. Таких огромных яблок я никогда не собирала. Раньше я использовала только листья этой яблони для ферментации чая. А в этом году мы будем пить яблоневый чай вместе с яблочным пирогом. Устроим сегодня яблочный день. Приготовим яблочный пирог с ягодами и яблочные вафли. Посушим яблоки для компота и сделаем вкусную пастилу. Зорьку и Орлика мы тоже угостили сладкими яблоками. Время приготовить вкусный пирог. Просеиваем муку. Добавляем 1 яйцо. Будешь мешать? Чайная ложка разрыхлителя теста, порошок корицы и бадьяна, растопленное сливочное масло и сметана. Мелисса вызвалась мне помогать. Везде слепим унгагой. Добавляйте муку, пока тесто не будет отлипать от рук. Оно должно быть мягким и эластичным. Подготовим форму и пергамент. Простой способ вырезать пергамент по диаметру формы. Отмерьте радиус дна и оставьте немного на загиб. Прижмите пергамент кольцом в форму. Смажьте дно и стенки формы растительным маслом. Разделите тесто на 2 неравные части. Раскатайте большую часть. Это будет дно и стенки пирога. Сформируйте основу. Для начинки нам понадобится 1 крупное яблоко или 2 маленьких. Режем его кубиками. Стакан сливок или жидкой сметаны. 2 яйца. 100 грамм сахара. И хорошо перемешиваем. Добавьте корицу по вкусу. Добавляем просеянную муку. Консистенция должна быть льющейся. В эту смесь отправляем яблоки. И хорошо промешиваем. Перекладываем яблочную смесь в форму.
Из маленького кусочка теста делаем корзину. Нарезаем раскатанное тесто на средние полосы. По желанию корзинку наполняем ягодами. И укладываем полосы теста. Отправляем в духовку при 180 градусах на 1 час. Какой аромат! Посыпаем пирог сахарной пудрой, и все готово. Приятного аппетита! Кто не любит пить вкусный компот зимой? Правильно, никто. Поэтому делаем заготовки. Яблоки режем кольцами средней толщины и кладем на поднос или противень. Я люблю добавлять яблочные кружочки в чай. А если немного поднять температуру сушки, получатся хрустящие яблочные чипсы. Нарезанные яблоки отправляем в дегидратор или духовой шкаф. Я сушу в дегидраторе, а кто-то бегает и шатает мне штатив. Получаются хрустящие ароматные яблочные дольки. Мы готовим вафли почти каждый день, добавляя то яблоки, то кабачки. Яблоко очищаем от кожуры и натираем на мелкой терке. Получается нежное пюре. 300 мл молока или сливок, 2 яйца, хорошо перемешиваем. 2 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя теста, щепотка соли, 3 столовые ложки сахара. К смеси добавляем яблочное пюре. В конце кладем просеянную муку и вымешиваем однородное тесто. Должна быть консистенция густой сметаны. Я жарю вафли в электрогриле, но на обычной сковороде тоже получится. Вафли нужно обжарить с 2 сторон до хрустящей корочки. Они получаются вкусными и хрустящими. Я делаю не слишком сладкими, чтобы кушать их с медом. Идеальны как на завтрак, так и на перекус. Мелисса не ест ни конфеты, ни шоколад. Ее конфеты – это фрукты и пастила без сахара. Делается она очень просто. Нужны только яблоки. Режем их на кубики. И отправляем вариться. Я доверяю эту работу хлебопечке на режиме джем.
Готовое яблочное пюре раскладываем на противень слоем в полсантиметра. На этапе варки можно добавить разные ягоды – ежевику, малину, вишню. Пастила будет яркой и заиграет новым вкусом. Какой красивый получается пастила с ежевикой. Если разложить пюре слишком тонко, пастила получится очень жесткой. Я сушу в духовке при самой низкой температуре. Готовая пастила очень вкусная и полезная. Янтарная яблочная, рубиновая ежевичная. Самые полезные и натуральные конфеты. Спасибо за ваше драгоценное время. До новых встреч!